В дебютном выпуске мы подготовили крутую кабину. Рекомендуем посмотреть его, ссылка в описании, плейлист на канале. А в этой части сделаем кабину удобной и безопасной для летчика. Ну, то есть разберемся с катапультным креслом. Темп Models в эфире. Поехали! Выполняйте левую 10-минутную коробочку с рабочей 90, 270. Ленточка для туристов. Бескоробочные ГВХ-шные во всей линейке сухих всегда вызывали вопросы у фланкероводов. Глаз сразу же режет форма и размеры подголовника. А за счет его максимального подъема и какой-то странной легообразной подвесной пропорции кресла выглядят слишком вытянуто. Ограничения литья из пластика делают мелкие детали дубовыми и схематичными. Особенно грубо и крупно смотрятся фиксаторы ног и катапультные чеки. А это места, которые не отнесешь к сусликам. Если кабина открыта, любой, кто сунет нос посмотреть на исполнение, увидит эту дубовость. А еще как вам два штекера по бокам сидушки для подключения бедер летчика к электрошокеру? Это для стимуляции ярости и настроен на боевую задачу. Дед, ну серьезно, могли бы отлить эту пару ремней аккуратнее, зацело с поджопником. И, конечно, спорный момент – членение кресла. С одной стороны, это добавляет сборке интересности. С другой, из-за лишнего членения те же ремни-штекеры на кожаной подкладке выглядят так, как выглядят. Пеналы стабилизационных парашютов и подголовник нужно выравнивать относительно друг друга из спинки кресла, потому что достаточно плотно и ровно пазами они тут не фиксируются и болтаются. А где есть глазомер, там будет и промах. Под номером 17, кстати, еще более бедно выглядящий вариант подвесной. А к чему это все веду? А к тому, что вы же на канале Temp Models, а мы для того, чтобы делать красиво. Этот набор из двух смоляных кресел закроет все вопросы. Кресла выверялись по оригиналам и предназначены для установки в любые модели самолетов, оснащенных ими по ТТХ. А два штуки их на случай УБ-модификаций. Максимально наглядная и подробная инструкция не оставит шансов не разобраться в этом наборе. Ну вот совсем же другое дело, согласитесь. А вот так оно может выглядеть перед установкой в кабину. Во-первых, подробная подвесная с складками ткани, с петлями и замками. Во-вторых, мельчайшая и подробная детализация узлов, механизмов, проводов и шлангов. В-третьих, на сидушке кресла вместо странных ремней и штекеров естественно разбросанные ремешки и застежки. А также аккуратные масштабные катапультные чеки и фиксаторы ног. Кстати, челлендж, кто сможет проявить прострочку на коже подголовника кресла, она тут тоже есть. В-четвертых, правильные пропорции, нормальная форма и размер подголовника. Сравнение бок о бок, конечно, уничтожает S-коробку. Даже несмотря на то, что детализация основания кресел закроется боковыми приборками, наше кресло банально интереснее в покраске за счет более правильного, лучше выраженного рельефа и обилия деталей. Особенно с этой стороны. Будет чем похвастаться на фотках процесса работы над моделью. Задняя стенка кресла хоть и суслик, но наша опять же вернее и интереснее в покраске. А приобрести такое кресло вы можете, перейдя по ссылке в описании на страницу дополнения в нашем магазине. Там оно, естественно, не одно, а есть разные кресла на разные модели самолетов в разных масштабах. Заходите, ознакомливайтесь. Все, себя нахвалили, теперь давайте покажу вам, как покрасить так же. А я уже отмечал, что у ГВХ немного своя геометрия, соответственно, на этот случай мы предусмотрели выступ под креслом. Срезается любой пилкой для смолы, джасовской или мачетовской ручной дрелью по этой линии. Грунтовал я обычной черной ганзовской грунтовкой, а черной потому, что сначала аэром покрашу все металлические части кресла, которые, собственно, удобно задуть из аэра. Это детали пеналов, ограничители ног, узлы в основании кресла, элементы силовой конструкции на спинке, подголовники и тыльники пеналов. Потом я маскирую все, что имеет цвет неокрашенного металла. А дальше мешаю металлизированный оттенок зеленого, аналогичный тому, что делал в кабине, причем цвета использую те же. Почти.
Торцы пеналов имеют покрытие цветом, напоминающее бакелит. Мешается из любого бордового или красно-коричневого с добавлением капли синего. Всякие такие хитро выкрашенные металлизированные поверхности лучше защитить каким-нибудь прочным лаком, который бы не глушил их блестючесть. У меня это GX112. Потом, точно так же, как и с козырьком приборки, крашу кресло не в чистый насыщенный черный, а в темно-темно-серый. Все, что накрашено на кресле в металл перед базовым цветом, покрыто жидкой маской. Ну, в смысле все то, что я не закрыл желтым ганзовским скотчем. Далее это лаки. Я тут использовал всю базовую номенклатуру. Лаки помогут отделить мне детали разной фактуры и состава друг от друга. Например, здесь я сначала покрою базу в глянец, чтобы сделать смывку. Я использовал белое масло от Ганзы. Им я имитирую блики на головках заклепок. Качество литья просто отличное. Мне удалось выделить даже самую мельчайшую клепку на подголовнике. Аэрографом удобно задуть чехол дефлектора. А так-то C306 отлично подходит для всех ремней подвесной. Потом я наношу все декали для кресла от ГВХ и задуваю каркас в полуглянец с каплей матовой присадки. Это сочетание лаков визуально отделит металлический каркас кресла. Следующий поинт — это кожа подголовника. Не забываем, что у нее есть цвет и часто он не черный. Слева его проявили сильно, саданув вспышкой в упор, но и на воздухе справа он различим. Хотя кожа спинки и сидушки темнее и менее коричневая, но ее там видно-то столько, что я не стал заморачиваться с отдельным оттенком. Мешаю на глаз из черного, в который капнул Hull Red. Далее подвесная. Она бывает разная, и я выбрал такого цвета из носа. Хороший референс. Ну и собственно два подходящих под нее цвета. Ремни вполне можно покрасить аэром и масками, если заморочиться, но я почему-то заленился и замешал из водного акрила под кисть. И дальше, как с кабиной, понеслась. Обложился референсами, терпением и наяриваешь кисточкой. Если хотите качественные фотографии готового покрашенного кресла себе на референсы, найти их сможете на стене нашей группы ВКонтакте, а ссылку на группу найдете в описании к этому ролику. И вон ссылка на экране мигает, она несложная. Вообще, вступайте в наше сообщество ВКонтакте, потому что там тусят и публикуются самые крутые мастера по теме. Постоянно проводятся какие-нибудь групп-билды, конкурсы, розыгрыши, публикуются крутые туториалы и вообще там познавательно и интересно. А я тем временем там, где требуется смывка, добавил пятен глянцевого лака на каркас кресла, а теперь сижу кайфую от того, как она подчеркивает рельеф и прячет огрехи покраски кистью. После маскирую всю кожу и оставляю только ткань подвесной. Для того, чтобы далее задуть полуглянцевым лаком. Потом каплю матирующей присадки и убираю пятна глянца под смывку с каркаса кресла. Полуглянцем задувал подвесную для визеринга маслами. Коричневая от Ганзы и смоук от Аптейлунга. С глянцем масло слишком легко снять, а с матовой поверхности наоборот сложновато. Масло круто тем, что сухая кисть с ним гораздо удобнее, чем с акриловой краской, потому что излишки с полуглянца легко растушевать фильтр или снять. А можно вообще все масло убрать ватной палочкой, подмоченной в white spirit полностью, и повторить, если что-то не получилось.
Черным маслом удобно придать ремням и сидушке теней, чтобы глазу было легче считывать, что там под чем вообще лежит. Вместо мешанины ткани получаем понятную картину. Преимущество перед акрилом в том, что масло легко растушевать кисточкой в градиент, а акрилом градиент нужно строить смешиванием с черной и белой базой, допустим. А если что-то не получилось, то масло ты просто смыл, а акрил нужно перекрашивать. Коричневым маслом имитируем годами впитываемый тяжелый трудовой пот летчиков-истребителей. Подкладка там с двух сторон так засалена, если что, просто на фото видно только внутреннюю. А когда масло подсохло, придаем подвесной натуральный вид, гася все блики матовым лаком в ноль. После чего изнашиваем кожу в местах, где она сильнее всего трется об летчика. Зацените, у нас даже на кожаном чехле катапультных чек есть маленькие заклепочки-фиксаторы. Матовый акрил, нанесенный на глянцевую фактуру кожи, создает эффект потертости просто на ура. На жидких масках скопился слой краски и лака, поэтому, чтобы его снять, я его сначала немножко повреждаю, а потом подмачиваю сами маски, и они полностью слезают совсем накрашенным. Ну, в смысле, поверх накрашенным. А то, что под масками накрашено, не повреждается за счет того, что я своевременно защитил это глянцевым лаком. Маски для покраски герметика на пеналах стабилизационных парашютов удобно делать этими карандашиками. Меньшим диаметром мы вырезаем маску для металла, а большим диаметром маску, формирующую окантовку вокруг него. Беру эти цвета и за ровность накрашенного вообще не парюсь, потому что, судя по фоткам, герметик от руки мажется. И вот за счет того, что у нас базовый цвет мало того, что не чисто черный, так еще и не глянцевый, а темно-серый и почти полуглянцевый, весь рельеф каркаса кресла прекрасно считывается глазом, и обмахивать сухой кистью с серой краской ее вообще не надо. Достаточно подчеркнуть грани металликом. А на самих чеках должны быть надписи, и я не рекомендую делать их кистью от руки, а лучше подобрать какие-нибудь белые надписи из ненужных декалей. И что мы видим в итоге? А видим мы, что по высоте кресло сидит прям как родное. И не только по высоте, но и по ширине. Причем садится по рельефу боковых панелей ванны. Причем настолько плотно и удачно, что не нуждается в клее и саму точно не выпадет. Как я и отмечал, видно и фиксаторы, и чеки. И смотрятся они как на реальной машине, а не как набор лего, имитирующий кресло из коробки. Кожа тоже удалась, на ней есть блики. А реалистичная подвесная вообще задает вид всему кабинету. Можете, кстати, проверить, что предлагает на этот счет рынок 3D декалей и фототравления, и как это выглядит. И лично убедитесь, что ситуацию со коробочным креслом оно не сильно-то и спасает. Мы тут с вами что-то вообще затащили, и результат балдежный. Демонстрация покраски всяких мелочей в ролике с крупным зумом камеры может создать эффект, очень знакомый миниатюристам, которые осматривают свои работы после фотографирования крупным планом. Поэтому не лишним напомнить, как это все выглядит невооруженным глазом. Полный вау-эффект гарантирован. Пишите свое мнение в комментарии и не забудьте помочь каналу продвинуться подпиской, лайком и колокольчиком. А подписка позволит вам не пропустить следующую серию, в которой мы соберем фюзеляж и займемся детализацией ниш шасси. Там много чего интересного. Не пропустите и до скорого.